Всем доброе утро. Мы проснулись в местечке под названием Ксамиль и поговаривают, что здесь находятся самые лучшие пляжи Албанской ривьеры. Доброе утро. Кстати, мы сняли отельчик здесь в Ксамиле за 30 евро, так как сейчас не сезон и цены ниже. Если вы приезжаете в высокий сезон, то цены на отели будут примерно плюс 30, может быть даже плюс 50%. Отельчик такой небольшой, трехэтажный, но у него очень крутой вид на море. И здесь включен завтрак. Ну и давайте перед завтраком я вам покажу, как выглядит номер. Значит, проходим. Номер такой достаточно просторный. Есть диванчик, мы здесь свои вещи раскладываем. И даже есть небольшая кухня. То есть это, знаете, такой номер в отеле, типа апартаменты, я не знаю даже, как правильно назвать. Есть небольшой вот такой вот холодильник, газовая плита, даже есть посуда необходимая. Ее немножко, конечно, но все же. Есть рабочий стол, то есть если вы такой же путешественник, как и мы, который, например, работает, здесь можно даже на 2 рабочих местах работать. Кровать. Здесь мы спали сегодня просто как младенцы. Очень было круто. Есть шкаф и еще один вот такой вот столик для девушек, я думаю, больше, чтобы привести себя в порядок. Ну или тоже здесь можно поработать, посидеть. Есть небольшой телевизор, вот еще такой стул, прикроватные тумбочки, конечно же. Светлая комната, очень неплохо. Выходим, здесь вот рассвет, вот там он закат, просто чудесно. Здесь тоже на террасе можно посидеть, и есть вот такое вот классное кресло. Можно читать книжку и наслаждаться прекрасным видом. Отельчик прикольный, мы его, в принципе, советуем, но единственное, что вот эта вот стройка меня немножко смущает. Но хотя она сейчас остановлена. Вроде бы не сезон, и сейчас, в принципе, все, кто строит, они строят именно сейчас, когда туристов нету. Отель, кстати, называется Мирамаре. Ксамиль — это небольшая деревушка возле Саранды. Если вам хочется более спокойного отдыха, то едьте сюда. И здесь, помимо отелей, таких вот небольших, очень много апартаментов. Апартаменты дешевле, можно найти сейчас даже, я смотрела, от 1000 рублей, от $15. Поэтому выбирайте, смотрите, конечно же, все зависит в первую очередь от сезона, и от вида, да, у нас вид на море, мы хотели, поэтому номер получился чуть дороже. Завтрак у нас на самом верху, на террасе. Так, что у нас тут? Смотрим. Хлеб, какие-то мини-чебуреки, оливки, сыр, огурчики, помидорчики. Так, наверное, яишенка, да, колбаски и вот такие вот тосты в яйце. Они, кстати, здесь очень популярны. Серега постоянно ошибается и в кафе себе их заказывает. Так, яблочки, и есть вот такие вот всякие для завтрака тоже. Они, кстати, очень интересно жарят яйца. Они почему-то у них всегда такие темные. Мне кажется, они, может быть, в соевом соусе или типа того это делают. Такие чебуречки нам еще принесли. Вот кофе, яблочко, и у Сереги такая... Серега убивает осу. Будет очень смешно, если она опять тебя укусит. И вид, конечно же. Такое умиротворение здесь. И мы приехали просто в рай на земле, который находится прямо в Албании. Вообще здесь в районе Ксамиля, в самом Ксамиле, около 10 бухт небольших и один большой пляж протяженностью 400 метров. Посмотрите, какая кристально чистая вода. Какой белый песочек. Кстати, песок здесь насыпан, то есть этот пляж, в принципе, искусственный. Мы сегодня обязательно съездим на такие настоящие естественного происхождения пляжи. И здесь находится архипелаг из 4 островов. Они так и называются, Ксамиль. Сегодня мы словили такой, наверное, единственный день за последнюю неделю, когда супер комфортная погода, чистое небо и можно снимать красоту для вас. В общем, я уже сразу могу сказать, что Ксамиль — это вот прям рекомендация. И в принципе вообще вот эта вот албанская ривьера от Саранды до Ксамиля, между ними тоже пляжи. Мы показывали в прошлом выпуске и покажем еще сегодня. Очень красивые, интересные пляжи. Так что обязательно подписывайтесь на наш канал. Мы всегда рекомендуем вам только самое лучшее.
здесь вот можно взять в аренду катамаранчик. Мы, скорее всего, возьмем вот этот вот желтый с горкой для Сереги. А сколько, Сереж, стоит? 1000 местных лет. Это примерно Это 10 час. долларов. Да, это час. Наш пиратский корабль двигается в направлении островов неизведанных. Вода на самом деле ледяная трошки. Ну, водичка, друзья, реально космос просто. Понятное дело, что они сюда привезли песочек меленький, привезли лежачки, все обустроили здесь. И здесь нет волн, конечно же, то есть здесь можно с детками, потому что очень много островов, ну, то есть такие бухточки именно. Какие здесь могут быть волны? Слушайте, так клево, блин, я чувствую себя, знаешь, как в детстве, короче, на катамаранчике. Кайф. От этого места где-то километров 30 расположен остров Корфу, греческий. То есть, знаете, можно так случайно на катамаранчике приплыть. Интересно, что будет? А вообще, можно считать, что мы в Греции побывали, если мы, ну, вот прям вообще на границе? Не, ну так не считается. Не считается? Блин. Слушайте, так кайфово вообще. Даже подумать не могла, что мне так понравится на катамаране плавать. О, давай, Серега, голышом покупаемся. Интересно, а здесь есть вообще нудистские пляжи? Не знаю. Просто, ну, тут же ж Европа, тут же любят бабушки Давай чуть-чуть всякие туда. позагорать голышом. Надо плыть на поиск нудистского пляжа, чтобы никого там не было, чтобы можно было голой попой позагорать. Я, кстати, ни разу не загорал голеньким. У меня всегда попа была белая. Напишите в комментах, кто любит загорать голышом. Представляете, вот за этим островом сразу же Греция. Я вообще не могу в это поверить. Как это возможно? По идее, мы на катамаране можем в Грецию попасть. Можем, но нас, мне кажется, повяжут. Серега хочет дрон запустить, я его отговариваю, говорю, что его повяжут, а он что-то сомневается. Мы здесь не одни, только что ребята тоже причалили. Они даже с фотографом, с каким-то. Смотрите, какая водичка клевая. Мой личный парковщик катамарана. Что-то мы приплыли сюда. Остров вроде необитаемый. Но тут ребята фоткаются. И делать абсолютно здесь особо нечего. Пляж здесь не очень. Раньше, видите, какие-то постройки были. Видимо, может, кафешка какая, но сейчас ее нету. А вот там уже вдали виднеется Греция, остров Корфу. Там вот в море водолаз плывет. Точнее, не водолаз, а с ластами и с трубкой. Может, он просто рыбок смотрит, а возможно, он приплыл с Греции и какую-то контрабанду с собой везет. Мне вот второй вариант кажется, что правдоподобнее. Путь греческого кокаина в Албанию здесь проходит. Да. Такой пляжик, тоже с голубой водичкой, но здесь дно каменистое и вход тоже каменистое. В принципе, не очень больно, но все равно неприятно, да. Там, где основные пляжи, там, конечно, песочек они насыпали, вообще круто. А здесь как бы камушки такие. Но я вам хочу сказать, что здесь мусора нету. Никаких банок, бутылок, там, бычков, ничего не валяется. То есть, в принципе, остров не заселенный, здесь нет никаких кафешек, ну и мусора, соответственно, тоже нет. Вот тут есть чуть-чуть, кто-то что-то оставил. Ну, буквально пару бутылок. А так вот водичка везде, никакого мусора, ничего не плавает. Такие две бухточки, и здесь вот коса. Получается, это два острова. И соединены косой. Серега только что искупались, водичка на самом деле такая бодрящая, но она такая красивая, что просто в ней невозможно не искупаться. В общем, искренне рекомендую вам Ксамиль.
приезжаете сюда, здесь очень клево. Сейчас первая половина октября. Я думаю, что во второй половине октября уже будет холодно, поэтому лучше приезжать вообще, в принципе, в Албанию, в Ксамиль, начиная с середины апреля и вот где-то до, наверное, середины октября. Но я думаю, что вот все-таки, если вы любите, чтобы море было теплое, то лучше с сентябрем как бы закончить. Вот сентябрь, конец, будет классно, будут цены ниже, то есть, потому что уже конец сезона, но в то же время будет хорошая погода и будет классная морька. Пляжи здешние мне очень нравятся, поэтому если вы катались уже в Таиланд, не знаю, в Доминикану и ищете для себя какие-то новые страны с классными пляжами, ребят, попробуйте Албанию, реально. Не так дорого, я бы даже сказал, по сравнению с другими европейскими курортами, даже дешево. И смотрите просто, какие офигенные пляжи. Просто Албания в этом году открытие. Хотя для нас и Турция была открытие в этом году, но Албания прям топчик. Смотрите, как здесь устроена система. Вы приходите на пляж, за лежаки они просят 1000 лек вместе с зонтиком. То есть 2 лежака и зонтик, 1000 лек. Но если вы обедаете в их ресторанчике при пляже, то получается лежаки бесплатно, но вы платите, соответственно, за блюдо. Но цены здесь чуть выше. Например, у нас суп стоит 400, 500, 700 лек, салаты от 350 начинается, и вот паста 500, 900, 1000. То есть это уже чуть выше, чем в обычной какой-нибудь кафешке, да? Да, цены выше, конечно, но зато можно бесплатно полежать на лежаках, кайфово. Вообще мне очень понравилось это место, прям рекомендацион. Ну и, конечно же, вид тоже классный. Вы обедаете, никуда вам ходить не надо. Здесь же и пляж, здесь и туалет, здесь и переодевалки, и помыться можно, и покушать тоже можно. Мы, в принципе, довольны. Место рекомендуем, но мы сегодня посетим еще несколько пляжей и, конечно же, вам про сам город немного расскажем. За последнее время это лучшая паста. Очень вкусные макарошки аль денте, много разных морепродуктов, вкусный соус. Мы увидели еще одну бухточку, здесь народа поменьше и не такая инфраструктура, как на предыдущей, где отдыхали мы, но тоже классно, и для тех, кто любит более какие-то уединенные места, вы, я уверена, найдете себе здесь то, что понравится именно вам, потому что здесь всего 10 разных бухт. Мы приехали в еще одно место. Этот пляж называется Ксамилит, либо еще по-другому называют его Sunset Beach. И смотрите, здесь есть такая вот набережная, она идет вон туда далеко. Но по факту она небольшая, за 10 минут вы сможете ее пройти. Еще хочу вам дать буквально несколько советов, если вдруг вы соберетесь ехать в этот городок Ксамиль. Важно понимать, что это даже не городок, это все-таки деревня, поэтому здесь нет такой движухи, как вот в Саранде или как в Авлёре. Очень тихо, умиротворенно, спокойно, но в то же время есть свои минусы. Здесь буквально несколько супермаркетов, несколько ресторанов, ну, может быть, там 10, 20, 30, то есть их немного, да, некоторые рестораны при отелях, некоторые пляжные рестораны, ну, и буквально вот немножко ресторанов находится в самом городе, деревне. Город-деревня, будем называть Ксамиль так. Если вы приезжаете сюда вне сезон, то есть вот начиная с октября, то обязательно с собой берите наличку, потому что здесь буквально 2 банкомата, и эти 2 банкомата берут комиссию. Мы снимали деньги в Саранде, вы тоже можете, в принципе, буквально здесь 13 километров, и вы уже в большом городе. Конечно, здесь без байка, без автомобиля, на мой взгляд, достаточно сложно, но, в принципе, если вы поселитесь где-то вот прямо на берегу, пляжи классные, можно обойтись и без транспорта. Если вдруг вы приехали сюда без транспорта, например, очень многие туристы
до пандемии, конечно же, прилетали на соседний греческий остров Корфу, там есть аэропорт, но для этого, конечно, нужен Шенген, и потом уже просто на лодочке приезжали сюда, приплывали, потому что Тирана, албанская столица, да, где расположен аэропорт, находится достаточно далеко. Доехать из Тираны сюда достаточно проблематично, во-первых, долго, ну, во-вторых, это затратно. Ну и на самом пляже здесь, как видите, тоже есть народ, тоже приличненько, я считаю. Но если вы сюда приедете в сезон, июль-август и первая середина сентября, здесь будет просто очень много народу, потому что здесь очень любят отдыхать немцы, греки, да и сами албанцы. Поэтому я бы рекомендовала, если вы хотите сюда ехать, лучше в июне, либо, например, вторая половина сентября. И уже цены будут ниже, и, в принципе, народа будет не так много, потому что пляжи очень маленькие, а народа приезжает очень много. То есть это получается прям толпа какая-то. Такие советы у меня для вас. Надеюсь, вам было полезно. Поставьте лайк обязательно и напишите комментарий, если вам действительно это было полезно. И вообще напишите, понравился вам Ксамиль или не очень. Если вам надоел пляжный отдых и вы хотите чего-нибудь нового, интересного посмотреть возле Ксамиля, буквально в 5 километрах есть национальный парк, называется Бутринт, либо его еще называют Бутринти. Вход сюда платный, около 10 евро на человека. И это получается как бы национальный парк и музей под открытым небом. Там очень много всяких интересных построек древних, даже сохранился амфитеатр, есть какой-то замок или крепость. А мы сейчас едем на одно очень клевое место, которое, говорят, очень похоже на Бали. Очень красивое место. Конечно, многие сравнивают с Бали. Не сказала бы, что похоже, но все равно красиво. Название вот здесь вот, потому что его просто не выговорить. А мы спускаемся вниз. Вот это прям дикий пляж. Вот то, что мы видели в Ксамиле, это, ну, конечно же, искусственный насыпь. А этот пляж, он как бы естественный, натуральный. Очень красиво. Здесь есть несколько барчиков, но они сейчас закрыты, видимо, из-за того, что уже не сезон, и все закрылись. Либо, может быть, даже кто-то и обанкротился из-за пандемии, непонятно. Идем купаться. Ой-ой-ой-ой. Дальше глубоко. Ой. Ну, водичка такая, градусов 22, я бы сказал. 23-24. Но все равно прохладная, бодрящая. Ну и, конечно, здесь каменистое дно, не очень удобно входить, но водичка кристально чистая и прозрачная, и голубенькая, все как мы любим. А еще здесь вот скалы так надвисают, и ты здесь в маленькой бухте купаешься. Смотрите, сколько счастья в Валентининых глазах. Да, мои глаза не видно, они спрятаны за очками, чтобы никто не видел этот ужас. Ладно, шутка, на самом деле, просто для нас непривычно. Я уверена, что любому русскому, белорусскому, там нашему, короче, украинскому человеку здесь будет нормально. И здесь немного людей, буквально 3-4 машины и несколько людей в море. Вообще классно, мне нравится. В прошлом выпуске, если вы его еще не смотрели, мы были на одном из тоже пляжей, близких к Ксамилю. Это пляж первый. Есть еще второй, а мы были на третьем. Так вот, второй, он самый уединенный. Вот там буквально 2 человека сейчас. То есть, если вы хотите голышом позагорать или покупаться, то вот вам на средненький пляжик. То есть там прям можно организовать нудистский пляж, если захотеть. Конечно, да. Отлично. Нам туда, Валюха. Пойдем. Мы сидим уже, наверное, часа пол, залипаем просто в море, смотрим там в телефоны. И ты сидишь на солнце, как бы вроде бы самое пекло, сейчас 2-3 часа дня, но вот у тебя нет такого ощущения, что ты сейчас сгоришь. Ну, то есть очень мягкое солнце, и вот в этом большой, конечно, кайф и плюс. Потому что как бы мы ни любили Азию, там, когда ты долго сидишь вот так вот под солнцем, без шапки, без, не знаю, кепки, не укрывая голову, ну, то тебе становится аж плохо даже. А здесь вот такое ощущение, как будто бы ты на закатике сидишь, и тебя ничего не беспокоит. Я прям так отдохнул. Что-то вроде на 3 дня поехали. А ты что-то так расслабился, что-то там летаешь, что-то снимаешь, где-то кушаешь. Не
знаю, расстояние просто маленькие. Да. И мы вот буквально тут за рулем по 2-3 часа в день. Вот мы, допустим, были в Турции, там за рулем по 5 часов приходилось сидеть. А здесь 2 часа поехал, ты уже в другой области, так скажем. Тут немного другая природа, другие пляжи, другое море, другие люди немного. Вот. И ты как бы не устаешь, везде кайфуешь, так потихоньку переезжаешь. И там хорошо, и там хорошо. Вроде и во Влёре хорошо. Вроде приезжаешь, и к Самиле хорошо. В общем, мне нравится. И вот эти поездочки короткие вообще супер. И то, что страна маленькая тоже. Удобно, удобно. Если вы приезжаете отдыхать в Ксамиль или в Саранду, то можете также посетить замечательный замок под названием Лекурсе. Это, во-первых, крепость, во-вторых, ресторан, с которого открывается великолепный вид на греческий остров. Все, спустя 3 часа по самой красивой дороге Албании, и мы дома в своей квартирке во Влёре. Мы ужасно устали. Но Да. это было классно. Тебе понравилось? Да, поехали, скоро новое путешествие. Надо пару дней отдохнуть и все. Ну а вас мы попросим поставить лайк этому видео, если оно вам действительно понравилось. И если вы, так же как и мы, шокированы, что Албания такая красивая страна и, наверное, недооцененная многими, для многих вообще неизвестная, то пишите свое мнение обязательно в комментариях, нам будет интересно почитать. Ну и увидимся в следующем выпуске. Да, всем пока. Пока. Лайки, подписки, Лайки. колокольчики там, вот это все.